Ну что, дорогие друзья, всем привет! С вами Евгений, канал Skyboard. И это наконец-то наше первое видео. Это наш первый обзор из серии наших обзоров по нашим же обновленным моделям, которые я вам обещал буквально, не знаю, наверное, полгода я вам их обещал. Я говорю, что здесь много обновлений. И эти все обновления мы сегодня разбираем. И я не зря сегодня приехал в деревню. Да, я сейчас в полях, тут такая небольшая деревня рядом с нашим городом. Я не зря сюда приехал, потому что у нас особенная резина сегодня. У нас оффроуд, то есть это внедорожная резина, которая подходит за городом, которая подходит за асфальтной дорогой. Поэтому я приехал сюда, чтобы сделать обзор на BR40 Trike Pro Fast. Давайте на него посмотрим, а я вас так поверну. Вот же он. Я быстро пробегусь по составляющей этого скутера и буду особое внимание ваше обращать на наши обновления, потому что многие уже знают, что представляют из себя наши электроскутеры BR40, BR60, потому что это самые популярные модели, потому что они встречаются во многих наших видео. Если вы наш новый подписчик или если вы не наш еще подписчик, то обязательно подпишитесь на канал, и вы будете в курсе всех обновлений Skyboard. Сегодня я делаю акценты на обновлениях, но параллельно расскажу и обо всем остальном, но очень коротко. Давайте начнем спереда. Колесо! Это просто бомба! В этом году мы вводим новые колеса. Это оффроуд. Это для тех, кто хочет покататься за городом. Может быть по лесу, может по полям за зайцами. Знаете, охота за зайцами очень популярна в нашей стране. В том числе можно просто на рыбалочку спокойненько выехать. Там у нас большой багажник и плюс корзина. Плюс у нас еще есть телеги, на которую я делал обзор. Очень толстый протектор. Очень толстый, который будет месить глину и вести вас вперед. Буквально, я уже это проверил, вы видите, она уже не чистая. Естественно, я пока доехал в деревню, у нас сейчас дождливые погоды, буквально 3 недели уже идут грозовые дожди. Сегодня появился такой день, когда я решил снять обзор быстро, пока солнышко утром вышло. Что еще сказать? Это нужно просто прочувствовать эту мощь. Конечно, этот протектор не очень удобен по асфальту. Мы сегодня еще проедемся по асфальту, и вам расскажу свои ощущения, потому что ощущение немножко, что ты по шпалам едешь на этой резине, если ты на ровной дороге. Но если ты съезжаешь буквально чуть на плохой асфальт, неровный, который утопает в грязи, то вообще все огонь. Крылья у нас остаются такие же спереди. И давайте так вот пойдем. Печать Skyboard. Раньше у нас тут была наклеечка, сейчас у нас печать. Бомба, потому что это более качественно, круто и вообще лучше смотрится. Второе обновление — это фары, которые раньше очень трусились, и люди жаловались, что они очень сильно трусятся. Сейчас они прикреплены непосредственно к раме, можно сказать, без всяких. Они едут ровно так, как едете вы, и свет ваш не трусится. Гудок остался таким же, но немножко и здесь мы добавили. Знаете почему? Знаете почему? Это поворотники, да? Давайте их включим. Давайте сразу аварийку я включу. И вы слышите этот звук? У нас появился звуковой сигнал поворотников. Поворачиваете вы влево, поворачиваете вправо или вообще никуда не поворачиваете, вы просто аварийку включили, звук будет, и вы не забудете их отключить. А? Что я вам говорил? Много обновлений. Это только мы кусочек начали разбирать. Давайте двигаем дальше. Фара. И здесь тоже у нас обновление, вы представляете? Я зря выключил. Вы видите? Светятся. Светятся поворотники. Но это ли не чудо?
Короче, поворотники теперь и тут, и сзади. Короче, везде. Все будут знать, что вы поворачиваете. Теперь смотрим чуть-чуть правее на это же колесо. Естественно, мы здесь видим тормоза, гидравлические, масляные тормоза. Все как положено, все как обычно. Здесь не менялось ничего, кроме цвета. Цвет у нас теперь черные брутальные тормоза. Синие амортизаторы. Во-первых, амортизаторы мы заменили. Если вы помните видео, где я разбирал, а точнее распиливал наши амортизаторы. Это довольно прикольное видео. Кому интересно строение амортизаторов, посмотрите обязательно. Мы их испытали, они действительно оказались лучше. Короче, они имеют немножко другую форму, нежели в прошлом году. Амортизаторы чуть другие. И самое главное, это внешний вид. Мы сделали их синими в цвет скайборда. И не только амортизаторы, у нас поменялся внешний вид, если вы уже заметили. Синие амортизаторы — часть этого вида. Я опять не получается. У меня постоянно, когда что-то происходит, у меня вырубается камера. Вот сейчас у меня вырубилась камера. Там, короче, дедок с деревни, видимо, который пашет поле, подошел и спрашивает: а это что такое? Я говорю: скутер. По-китайски, естественно. Он говорит: он электрический? Я говорю: да. Он говорит: ой, круто, как круто. А где ты его покупал? Я говорю: а это для России. Вот так-то. Он такой: о, я говорю: вы хотите себе такой, нравится? Он говорит: да, неплохо. Вот. Но я не знаю, где их купить в Китае. Но я знаю, где их купить в России, СНГ и других странах. Вот в этом списке городов вы ищете свой город, вы можете прийти, потестить, посмотреть, пощупать и только потом делать какие-то выводы. Поэтому учитывайте это, а мы продолжаем. Во-первых, вы видите, что немножко обновился интерфейс. Стали голубые тормоза, голубой газ, голубые бачки. Это все смотрится более полноценно, когда... Конечно, дизайн — это далеко не самое важное, но дизайн — это очень важно, когда все на своем месте, тебе более комфортно и уютно. Давайте по порядку. Тормоза. Ничего здесь не поменялось. Они такие же хорошие, как и были, поэтому мы не стали их менять. Гидравлические, масляные здесь, в этих бачках, DOT 4, жидкость, доступная везде. Но ее часто менять не получится, потому что она здесь очень надолго. Я думаю, вы об этом даже не задумаетесь. Здесь также присутствует ручник. Мы его можем зажать, нажать на кнопочку. Здесь такой ручничок. И скутер и никуда не едет. Чтобы его отжать, просто вот так отстреливаем и все. Также крутилка для длины руки. Это очень полезная штучка. Она присутствует на всех наших электроскутерах. Можешь регулировать длину своей руки. Если садится девушка, то делаешь поменьше. Если садится парень, атлет, то у него подлинней пальцы и можно сделать пошире ручку. Свет. Ближний, дальний. Когда включаете ближний, он же и габариты включаются, еще и задний стоп легеньким цветом, но когда нажимаете на тормоз, он же зажигается ярким красным цветом. Но к нему еще подойдем. Гудок очень мощный. В этих скутерах BR40, BR60, я думаю, самые мощные гудки, возможно, из всех скутеров наших и даже не только наших. Но, по крайней мере, это чисто мое такое визуальное ощущение. Про поворотники я вам уже говорил. Они издают звук, причем разный, правый и левый разный звук издает. Так что вы не забудете их выключить. Двигаем дальше. Аварийка под дисплеем. И дисплей — это еще одно наше обновление. Обновление, знаете почему? Потому что он теперь показывает переключение скоростей. Когда вы нажимаете первую скорость, у вас показывает первая скорость. Когда включаете третью скорость, третья скорость включается. Все очень просто. Плюс эти дисплеи теперь показывают точную скорость. Они не врут на 20 км в час. Они показывают четко, сколько вы едете. Ну, там погрешность может плюс-минус 2 км. Это не страшно. Но мы это еще проверим. Дальше у нас держатель для телефона. В принципе, он не поменялся на этих моделях. Разве что, опять же, мы добавили печать. Печать, она вот сейчас горизонтально вот так стоит и довольно стильно смотрится теперь. Спасибо нашим дизайнерам. Зеркала. Зеркала мы меняли вместе с вами. Я уже говорил, что они поменялись. Вы выбрали эти зеркала. И я с вами полностью согласен, потому что они офигенные, они намного лучше, чем были. Они толще, их труднее даже разбить. Я уж не говорю про то, что в них смотреть гораздо приятнее. Противотуманки.
включаются. Здесь тоже небольшое обновление, но теперь написано on-off. Раньше там были значки туманок, сейчас on-off. Это более современно, так и должно быть, я считаю. On – это включить. Я долго бился с китайцами, чтобы они это запомнили, потому что они путали on и off. Буквы любые, они не значат ничего. У них иероглиф, у них букв нету. Но я их добил, и они все-таки начали делать правильно. Ура, товарищи, ура! Переключатель скоростей 1, 2, 3. Туда-сюдашечка. 3 скорости и туда-сюдашечка front, rear. Rear – это вот что. Бам. А далее нам мешает тот самый дедушка, который спрашивал у нас про скутер. Ирен хорошо. Посёджума. Чтобы вы не думали, что это вымышленный персонаж, нет, дедушка здесь, он постоянно меня спрашивает о чем-то. Когда мы разговаривали про колесо, забыл вот что. Это новый корпус, ребята, это новый корпус, потому что это пластик блестящий, и он не как железо, как попало сидело, а здесь все тютелька в тютельку, как говорится, и сидит все хорошо. Эту часть корпуса можно еще и разукрашивать по-разному. Теперь есть функция. Я взял практически, да, это мне модель для испытания. Здесь черные крылья, черный корпус и все такое. Но вы можете заходить на наш магазин и заказывать разноцветные. Красные, синие, вообще любые корпуса и крылья. То есть вы можете купить корпус и, короче, просто менять. Сегодня оранжевый, завтра черный, послезавтра синий. Вообще офигенно. По-моему, да. И заглядываем внутрь. И здесь отсек у нас поменялся. Теперь батарея вплотную залезает внутрь и никуда не денется. Не будет ерзать, не будет ничего делать. Только лежать и снабжать ваш электроскутер. Чтобы батарейка не скользила туда-сюда, мы сделали наклеечки. Вне зависимости от того, вы покупаете третью батарею или не покупаете, стикеры будут тут. Вдруг вы первую захотите сюда положить. А стикеры уже тут, и батарея не будет двигаться. Батарея здесь на 18 ампер-часов, 72 вольта. Соответственно, контроллер здесь такой же. Он больше, он тоже обновленный. Не такой, как в прошлом году. Но мы это уже видим по скорости. А скорость, точнее, мы ее увидим чуть-чуть позже. Теперь давайте обратим внимание дальше. Во-первых, голубые подножки для пассажира. Очень прикольно, но в принципе ничего особенного. Также голубые амортизаторы. Я их тоже распиливал, можете посмотреть видео. Они остались такие же, но голубые. Катафотики, которые вы устанавливаете по желанию. И здесь для ключа замочек, он тоже синий теперь. Я это даже не заметил, если честно. Это китайцы втихаря сделали. Ну, ничего, молодцы. И здесь держатель для крыльев. Много жаловались, что крылья у нас трусятся во время поездки очень сильно и могут сползать. Теперь крепление держит крылья. Труба прикрепляется к держателю для крыльев. И крылья соединены между собой и также с рамой соединены. И получается, что они не трусятся. И это довольно приятно. Я уже покатался и это прочувствовал. Корзинка довольно мощная и никак не отвалится от вас. Дальше мотор. 3000-ваттный мотор. Зверь. Надежный, четкий, никогда не поломается. Вы можете таскать какие-то грузы. Но не для... как раз для этого мы сделали тележку, в принципе. Главное обновление – это рама. Рама здесь, которую вы видите на своих экранах, теперь укрепленная. Здесь, во-первых, 2 поперечные балки, во-вторых, сам металл здесь прочнее гораздо, чтобы вы могли прям на нем скакать по кочкам и не бояться, что металл проломится как-то. Здесь у нас тоже печать появилась, печать Skyboard с нашей эмблемкой. На мощность это не повлияет, но на приятность в голове и в сердце обязательно повлияет. Я не знаю, что я сказал, сами разбирайтесь с этим. Мы прошлись по всему скутеру. Практически. Осталось только одно крупное обновление, о котором я еще не сказал. У нас появился круиз-контроль. Я вам в этом расскажу дальше, в следующей части видео, а потом мы уже проверим скорость и определим, правда ли написано на сайте Skyboard, что этот скутер едет 56 км в час, максимальная скорость. Вот в этом мы разберемся.
А пока что давайте проедемся, посмотрим на круиз-контроль и на колеса. На этой дороге, на которой мы обычно проверяем скорость, и на которой я сегодня еще проверю скорость, мы проверим круиз-контроль. И, кстати, я уже на нем еду, посмотрите. Вот я не держусь, а скутер едет. Могу вот вообще правую руку убрать, держаться только левой рукой и ничего не нажимать, и скутер едет. Хочу объяснить вам, как работает круиз-контроль на практике. И сказать, какая же тут получится у меня минимальная скорость на этом круиз-контроле, которую он сможет держать. И максимальную скорость я говорить не буду, потому что максимальная скорость равна максимальной скорости этого скутера. Включаю первую скорость. Посмотрим, сколько же минимум он сможет ехать. Для этого, когда мы едем, когда удерживаем больше 5 секунд определенную скорость, ровно едем со скоростью, например, 20 км в час, то получается, что контроллер схватывает эту скорость и держит ее. Вы можете практически отпускать руки, но не нужно это делать. За руль всегда нужно держаться. Я просто про то, что можно отпускать газ и ничего не нажимать. Скутер будет ехать. Отпустить скорость, которую взял контроллер, можно 3 способами. Либо докоснуться до одной из ручек тормозов. То есть буквально даже не обязательно тормозить, достаточно вот так вот, чтобы датчик сработал, что вы на тормоз нажали. Вот просто вот так делаете, и все, скорость сбрасывается. И еще один момент, вы можете просто сделать вот так. Ну, я сейчас стою, да, понятно. Но если вы сделаете вот так, то скорость также сбрасывается. То есть 3 способа. Вот этой ручкой, вот этой ручкой и вот этой ручкой сбрасывается скорость. Еду, и смотрите, 5 км в час. 1, 2, 3, 4, 5. Отпускаю, и мы едем. Вот мои руки. 6 км в час. Мы едем. Просто с такой скоростью, конечно, даже можно не держаться. Ну, нет, держаться всегда нужно. Сейчас попробую еще медленнее. Давайте еще медленнее попробуем. 1, 2, 3, 4, 5. Опа, 3 км в час. 3 км в час. Это мой новый рекорд минимальной скорости. Смотрите, он едет, я вот не держусь. И мы не катимся с горки. Мы сейчас едем в горку, кстати. Круто. Тут рисовые поля, кстати. Я думаю, вы заметили. Специально приехал на эту горку. Она тут единственная, такая довольно крутая. Я сейчас проверю здесь контроллер. 15 км в час. 1, 2, 3, 4, 5. Он взял скорость. Я просто вот придерживаю руками, чтобы меня на поворотах никуда не выкинуло. И мы едем 16 км в час в горку довольно уверенно. 16-17 км в час показывает спидометр в зависимости от нагрузки. Вот так вот. Я доволен, не знаю, как вы. Все, мы выехали на горку. Кстати, чтобы остановиться, я вам говорил, что можно чуть-чуть нажать. Смотрите сюда. Оба! И мы начали тормозить сразу. А сзади нас фура, и поэтому давайте ускоримся. Что хочу сказать по поводу оффроуд резины. Оффроуд резина, конечно, на то и оффроуд, чтобы на ней не ездить по асфальту, а ездить по лесам, каким-то оврагам и так далее. Но по асфальту, конечно, тоже можно ездить. Что я бы, наверное, не стал это делать, но я сейчас это делаю. И, в принципе, сильного дискомфорта это мне не вызывает. Просто такая тряска на скутере. Тряска, потому что вы понимаете почему. Потому что вот эти вот огромный протектор. Вот смотрите, я съехал с асфальта. Здесь асфальт тоже, но такой хлипкий и с грязью.
И все, и уже мне гораздо комфортнее по ней ехать, потому что я знаю, что эта резина лучше принимает такой вот асфальт, нежели ровную магистраль какую-то. И посмотрим на контроль. Я помню, как это было на лысой резине, ну, точнее, на обычной летней. Ну, я гораздо увереннее на этой резине себя чувствую. А оно довольно-таки хорошо плавает, я вам скажу. Прям таки вездеход получается. Ну что, дорогие друзья, давайте наконец-то проверим одно из самых важных. Это скорость. Скорость электроскутера BR40. Пусть даже и на оффроуд резине, но мы все равно это сделаем на асфальте. Давайте я сейчас запускаю свое приложение. Мы можем ехать, и заодно, я вам напоминаю, мы смотрим на скорость, которая официально GPS фиксируется, и мы смотрим на скорость, которая официально на спидометре. И опять на меня глазеют китайцы, также они достали. Так что поехали от них побыстрее. Погнали, включаем третью скорость, я включил ее, и засекаем. Вот такие вот дела. 56 км в час у меня получилось вот по такой сельской дороге. Спидометр показывал схожие результаты с телефоном, то есть он не врал на 20 км в час, как на всяких других скутерах обычно китайцы делают. Мы этот момент пофиксили, поэтому еще больше удовлетворения, что я в принципе не могу не включать телефон уже, а просто смотреть на спидометр и знать, сколько точно я еду, хотя все-таки нужно смотреть и на телефон специально для вас, чтобы никого не обмануть. Ну что, ребятки, у нас гремит гром, а я должен подвести итоги. Я вам напомню только о самом основном. Во-первых, это укрепленная рама. Она буквально в 2 раза толще стала и в 2 раза крепче. Немножко конструкция даже изменилась. Во-вторых, это скорость. 56 км в час. Это именно так, как заявлено у нас на сайте. Дизайн. Тут на любителя, но мне нравится, что скайборд приобретает наконец-то свой стиль, свой собственный стиль. И то ли еще будет, скажу вам по секрету, но об этом позже. 3 батареи, 72 вольта, 18 ампер-часов. Способны, я думаю, довести этот скутер больше, чем на 120 километров. На сайте заявлено и 135 можно. Я лично проверял это на предшественнике. Но, возможно, мне стоит еще раз проверить это. В обычных условиях он проедет, я думаю, 120-130 километров легко. Но это мы будем проверять в других уже видео. И еще по мощности я еще буду тестить этот скутер. Я буду таскать тяжелые грузы, я буду таскать машины, возможно, если вы захотите этого. Потому что мотор 3000 ватт на трайках — это не то же самое, что мотор-колесо на обычных скутерах. Я это вам еще раз в очередной буду доказывать. Также в комплекте с этим красавцем будет еще немножко обновленная комплектация. Во-первых, мы сделали крутые дизайнерские коробочки для зеркал, для инструментов и для книжек. И там много, короче, всего. Дальше добавили немножко к инструментам. Там появилось парочку новых ключиков. Об этом я вам расскажу в отдельном видео. И также зарядка 5 ампер. 5 ампер. Зарядка. Зарубили, я вам ее покажу. Ну а также защитный чехол, окрас на выбор. Пишем свое мнение в комментариях. Заходим в наши магазины, чтобы посмотреть на этого красавца буквально в ближайшее время. А также подписываемся на этот канал. И не забываем, что мы работаем вместе с вами.
только благодаря вашей помощи появляются вот такие красавцы. Увидимся в новых обзорах. А мне надо бежать, кажется, опять тайфун пришел.